Мы живем в мире, где успех и превосходство обычно восхищают нас. С самого детства нам рассказывали сказки о доброте и о том, что добро всегда побеждает зло. Возможно, ты знаком с человеком, который всегда выделяется своей исключительной добротой, щедростью и учтивостью. Вероятно, тебе кажется, что такой славный парень – идеал эволюции. Но что, если я скажу тебе, что это не так? В этом видео мы затронем тему хорошего парня и почему хорошим людям тяжелее пробиться по жизни. Предыдущие две части ты можешь также посмотреть на канале. Природа прошла через миллионы лет эволюции до сегодняшних дней. И основной концепцией эволюции является борьба за выживание. В природе сильные адаптивные организмы выживают и передают свои гены следующим поколениям. Именно поэтому мы все еще существуем как вид. Само по себе стремление быть хорошим человеком – замечательное качество, но в безжалостной борьбе за выживание это может привести к некоторым осложнениям. Многие скажут о том, что сейчас мы не боремся за выживание и времена поменялись. Однако, в отсутствии борьбы и здоровой конкуренции между мужчинами мы не можем быть сильными как вид. Мы просто не можем позволить себе быть слабыми и взращивать таких же детей. Конкуренция и борьба все равно существуют, и ты сталкиваешься с ней каждый день. Правда, она приобрела немного другой характер. У кого лучше оценки в школе, кто кого перестреляет в ММ, кто раньше займет очередь, и игры посерьезнее, такие как у кого больше денег, больше женщин, больше влияния, кто первее добьется результата или кто солиднее выглядит. Это всего лишь фикция, ментальные игры нашего ума, как и тысячи лет назад. Поэтому слишком хороший парень считает глупостью некоторые виды таких игр, в чем он несомненно прав. Однако, хороший парень ставит тем самым себя на второй план. Его внутренняя обезьяна хочет соревноваться, поэтому нужно найти золотой баланс между здоровой конкуренцией и вещами, которые не стоят твоего времени. Стремление быть слишком хорошим может занимать очень много времени, энергии и ресурсов. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своих собственных потребностях и развитии, славный парень может тратить больше времени и ресурсов на помощь другим. В конечном итоге это может привести к истощению собственных ресурсов и снижению шансов на выживание и успех. Если ты являешься тем, кто постоянно помогает другим, но как только тебе самому нужна помощь, то тут же все испаряются. Если ты тот самый парень, который вкладывается в дружбу и отношения и ничего не получаешь взамен, тогда тебе нужно начать отказывать этим людям. И желательно заняться собой и исчезнуть из их поля зрения. Они не переживают о тебе, пока им самим что-то не понадобится. Ты же понимаешь, как нужно поступать с такими людьми? Напиши в комментариях. Слишком хорошие люди могут стать легкой добычей для манипуляторов и эксплуататоров в безжалостном мире, где присутствуют эгоистичные интересы. Славный парень может стать жертвой обмана, злоупотребления и манипуляций со стороны других людей. Каждый из нас сталкивался с манипуляторами и был обманут, и это не значит, что ты слишком хороший. Много хороших качеств, которые ты развивал, могут быть использованы против тебя. Такова безжалостная реальность. Отсутствие баланса между добротой и самозащитой может привести к негативным последствиям. И эти негативные последствия закапывают тебя еще в большую яму. Нельзя отрицать, что стремление быть хорошим человеком – это похвально. Однако, когда это стремление превращается в неуклонную жажду совершенства, это может стать преградой на пути к личному росту и счастью. Никто не совершенен, и постоянное ожидание от себя и других быть идеальными может привести к неудовлетворенности и разочарованию. Если ты перфекционист и любишь, когда все идет по плану и все идеально, тогда ты понимаешь, о чем речь. Ты должен понять, что твоя слишком высокая планка недостижима, но никто не вправе решать за тебя. Во всем необходим баланс. Баланс между заботой о других и уходом за собой является важным аспектом нашей жизни. В безжалостном мире, где борьба за выживание продолжается, важно найти ту золотую середину и учитывать свои собственные потребности. Однако, этому миру нужна вера. Этому миру нужны люди, которые будут верить в хорошие вещи и хорошие качества. На данный момент все это имеет лишь обратный эффект. Быть, а не казаться. Быть хорошим человеком – благородное качество, но слишком хороший парень на самом деле не хороший. Его сделали таким. Именно поэтому образ славного парня – это иллюзия. Это лишь ошибка эволюции. Чести и удачи.